Хозяин тайги давно живет на этом свете. Его эволюционный путь наполнен приключениями и опасностями. А как иначе объяснить столь массивную оборонительную линию медведя? Самый сильный, но далеко не самый смелый, в этом парадоксе заключается суть косолапого. Монторские лазы. Все видели, как электрики покоряют столбы, используя особое приспособление, именуемое в простонародье когтями. Кажется, что сделаны они были по образцу и подобию медвежьих. Наш герой способен пройти там, где никогда не пройдет самый опытный двуногий. Медведь зацепится за грунт крутого склона и вскарабкается на него за несколько минут. Можете себе представить мощь когтей, если они выдерживают 3 центнера веса? Передние орудия вырастают до 7-9 см. Особый прием. Хулиган разоряет ульи. Но бывает и такое, что медоносы справляются с неприятелем самостоятельно. Пчелиный рой без проблем сформирует собой фигуры, напоминающие лучшие построения римского легиона. Даже шершни уходят своей дорогой. Медведь не из робких. Не отработав программу минимум, он непременно полезет в улей. Только вот пчелы не дадут ему положенную дань. И пусть шерсть косолапого не пробить, можно нацелиться в чувствительный нос. Гигант ретируется. Лесной гурман. У медведя интересное строение челюсти. Клыки, как у хищника, а вот коренные зубы, как у растительноядного животного. Конечно, наш герой может изловить добычу любого размера. Только вот переживать растительными зубами не всю провизию получится. Пища медведя должна быть мягкой. Поэтому бурый роет яму, куда складирует провизию. Когда обед станет пригоден для трапа и дерева, вместо гардероба — собственная шерсть. Он встает на задние лапы и активно трется о ствол, соскабливая излишки шерсти. Древняя связь. Связь пчел и медведей ученые изучали долго. И выяснилось, что геном столь разных организмов совпадает на 98%. Структура волосяного покрова почти идентична. Эпителий схож во многом. А недавно узнали, что у пчел тоже имеются запасы жира под хитином. Но самым веским доказательством считается хвост бурого. Он маленький и абсолютно бесполезный. Но если медведь случайно его повредит, то уйдет в закат, так и не сумев восстановиться. Не напоминает жало. Пробка в центре. При условии, что медведь накопил достаточно большую жировую прослойку, его метаболизм зимой сильно замедлится. Во время спячки зверь не посещает гальюн вовсе. Но это не значит, что организму нечего перерабатывать. То, что должно было отправиться на выход, перерабатывается заново. Та самая медвежья пробка появляется благодаря тому, что медведь активно поглощал хвою и труху. Иначе бы не заснул лесной великан, а превратился в худого шатуна. Верхний этаж. Медведь, как известно, строит берлоги не только под землей. Касается это взрослых самцов. Барышни приводят потомство, поэтому им нужно более надежное убежище, чем верховое жилище. Самцы же могут себе позволить соорудить некое подобие гнезда где-нибудь под упавшим деревом. Желательно у самого основания. Внутрь бурый натаскает лапника, мха и валежника. Утрамбует все и не забудет оставить небольшие бортики. Ветки нагнет на манер крыши для приватности. Сходить на маникюр. Чего только не накапливается под и на медвежьих когтях. Если бы медведь не следил за гигиеной, то обеспечит бы развитие грибных цивилизаций. С этой целью медведь ищет пихту. Ее состав достаточно мягок для того, чтобы вычистить из-под массивных когтей остатки пищи и грязи. В дополнение к этому в пихте много пробиотиков и антиоксидантов, которые вмиг прогоняют патогенных агентов. Но медведь еще и облизывает камбий, чем улучшает работу кишечника. У страха глаза велики. Хозяин тайги осознает свои габариты и силищу, а вот зрение и слух подкачали. Резкие звуки приводят медведя к той самой медвежьей болезни. Заслышав нечто, отделывается легким испугом. Но гораздо страшнее тактильный страх. Бурый понимает, что напасть на него может только тот, кто гораздо мощнее и крупнее. Но случается всякое. Медведь поутру собирал малину, а рядом упала солидная ветка. Шел на запах сахатова или сикача, а дорогу резко перебежал заяц. Пиши пропало.